Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию хочу предложить очередной очень хороший рецепт вкусной мега-сырной пиццы с белым соусом. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. 250 мл теплой воды отправляем в емкость глубокую. 6 грамм сухих дрожжей, если свежих прессованных в 3 раза больше. 15 грамм сахара или 1 столовая ложка. Масло оливковое 2 столовые ложки. Все смешиваем. Сюда же добавляем где-то 380-400 грамм муки пшеничной высшего сорта. Я ее просеиваю обязательно. И поверх добавляем 1 чайную ложку с горкой соли или 10 грамм. Замешиваем тесто. Оно должно быть мягким, не забитым мукой. У меня на канале есть очень много разновидностей пиццы разные, очень много разной дрожжевой выпечки, сладкой и несладкой. Я оставлю ссылочки под видео в описании, посмотрите. Я думаю, вам эта информация будет полезна и интересна. А также очень много вкусной, сладкой выпечки, красивой у моей дочери на канале Лидия Sweet. Подписывайтесь на ее канал, ставьте лайки, мои дорогие, я вам буду очень-очень признательна. Буквально грамм 20 на поверхность муки. И сейчас будем вымешивать тесто. Минут 5. Если вы видите, что у вас сильно липнет тесто, а муку добавлять не хотите, чтобы пицца получилась нежная, пышная, то лучше добавить немножко оливкового масла. Но главное не переусердствовать ни с мукой, ни с оливковым маслом. Уже клейковина, посмотрите, как раскрылась. Тесто еще прилипает. Я его 5 минут вымешивала. Если для вас вымешивать не очень-то хочется, то вы можете просто в мисочку положить тесто, накрыть пленкой. Через 10 минут буквально 2-3 админочки. И вот так 3-4 раза. Но я муку не добавляю. Ушло 520 грамм муки. Руки липнут, видите как. Я сейчас их мою, растительным маслом смазываю и собираю тесто в миску. Немного растительного масла на шпатель. И сейчас все собираем. Вот так подкатываем. Оно великолепно уже собирается. И уже здесь можно руками. Вот такое оно. Очень благодарное, очень красивое тесто. Все готово. Отправляем в миску. Посмотрите, какое у нас тесто. Обминать мы его не будем. Мы его аккуратно достанем на поверхность и будем складывать. Подпыляем мукой и выкладываем тесто. Складываем его. Здесь у меня немного манки и мука. И оставляем на расстойку. Сверху тоже присыпаем мукой или манкой. Накрываем пакетиком и полотенцем можно. И дадим час расстояться в теплой комнате. А сейчас приготовим начинку. В глубокую миску добавляем рикотту 250 грамм. Немного добавляем соли. Совсем чуть-чуть для аромата и вкуса черный молотый перец. И немножко сушеный чеснок. Все хорошо смешиваем. На большую пиццу 35 сантиметров, 33 сантиметра, 250 грамм рикотты вполне достаточно. Если у вас нет рикотты, то вы можете свежий незернистый творог. И точно так же приправляете и уже будете формировать пиццу. Итак, у нас все готово к формированию пиццы. Подпыляем поверхность мукой и сверху тоже подпыляем мукой. Формируем бортики. И нам нужно распластать пиццу до размеров диаметром 33 сантиметра. У меня такая форма. Растягиваем наше тесто. И заодно излишняя мука вся опадает. Теперь формируем бортики. Пицца у нас уже достаточно тонкая. Она еще увеличится в размере. И выкладываем на форму для пиццы, для выпекания. Очень удобная форма, пропекается равномерно и сверху, и снизу.
У меня форма диаметром 15 инчес или 33 сантиметра. И сейчас сильно не прижимаем, иначе потом пиццу, она очень нежная, сложно будет с этой формы содрать. Все у нас готово. И теперь наносим нашу начинку из рикотты. И все равномерно распределяем, очень деликатно. Немножко заходим на бортики. Они еще поднимутся, и будет видна рикотта, она беленькая, очень будет красиво. И сейчас сверху листочки базилика. Очень и ароматно, и очень вкусно. Сочетание с рикоттой просто идеальное. А сейчас сверху посыпаем, у меня смешанный мелко натертый пармезан и сыр чеддер. Точное количество ингредиентов под видео в описании укажу. Посыпаем. Сверху посыпаем сыром моцареллы 80 грамм. Духовка у меня уже очень хорошо разогрета на 220 градусов и фреш моцарелла. Вот такими крупными кусочками. И немного оливковым маслом отправляем в хорошо разогретую духовку на 250 градусов. Выпекаем 8-10 минут, не больше. Включаем вверх-вниз. Но что за вкусный запах стоит от готовой пиццы, как в лучшей пиццерии итальянской. Пицца получилась очень пышная, очень вкусная, мега сырная. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Итак, дорогие друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком, делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Подписывайтесь, если еще не подписались, и не забудьте нажать на колокольчик справа для оповещения при выходе нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч, друзья, на канале. Вкусная еда с Хадиджей. Пока-пока.